Чем можно заняться в Шанхае? Обычному туристу сфотографироваться на фоне красивых небоскребов, знакомых всем жемчужины Востока, провести время в шикарных отелях, ресторанах и торговых центрах, или пройтись по туристическим маршрутам от этой набережной до близлежащих храмов. Однако есть нечто другое, что позволит насладиться этим городом в полной мере. Для этого нужно обращать внимание не на современную атрибутику, а на прошлое шанхайских дворов и улиц. Именно оно покажет тебе настоящий Шанхай с совершенно другого ракурса. История этого города богата на различные события, и именно одно из самых интересных для нас я сейчас расскажу. Русская речь на улицах Шанхая сейчас – это обычное явление. Город постоянно принимает толпы российских студентов, туристов и бизнесменов, и каждый приезжает сюда по личным мотивам. Однако около сотни лет тому назад город стал домом для тысяч наших соотечественников. История этих людей полна интересных событий, однако сейчас мало кто даже знает о самом факте существования огромной российской общины в Шанхае около века тому назад. Сегодня ты узнаешь, откуда возник русский Шанхай, как россияне зарабатывали на жизнь, есть ли в Шанхае Невская улица, что здесь сделали с Александром Пушкиным, почему имперская элита питалась объедками и как закончился русский Шанхай. В начале 19 века Шанхай был ничем не примечательным рыбацким портом, скрытым среди рисовых полей и каналов. Это был обычный уголок Китая, где жизнь шла своим чередом вдали от мировой политики. Но все изменилось после Первой опиумной войны. Китай потерпел поражение, и по Нанкинскому договору 1842 года страна была вынуждена открыть свои порты для международной торговли. И Шанхай стал одним из таких портов. С этого момента его история уже никогда не будет прежней. После договора иностранцы получили право закрепиться в городе, и на его территории появились британские, французские и американские сеттельменты. Особые районы, где действовали законы западных стран, а территория оставалась частью Китая. Эти сеттельменты быстро начали расти и развиваться, привлекая все больше европейцев и американцев. Шанхай вдруг оказался в центре международной торговли, политических амбиций и культурных столкновений, а влияние иностранных держав ощущалось на каждом шагу. Ведь с каждым годом в Шанхай приезжало все больше иностранцев. В 1855 году их было всего 243, а через 5 лет уже 569. Но среди них не было ни одного русского. Так как же они оказались здесь? Российское правительство активно инвестировало в Маньчжурию, что способствовало росту торговли с Китаем. Когда между Владивостоком и Шанхаем открылось регулярное пароходное сообщение, в основном российские купцы и военные моряки начали переезжать сюда. Для защиты их интересов в 1858 году в Шанхае открылось нештатное российское консульство, а в 1896 году открылось генконсульство. К 1910 году в международном сеттельменте было переписано 317 граждан России. Русская колония вела размеренную, обеспеченную жизнь, но после Октябрьской революции все изменилось. В Китай хлынули первые волны российских беженцев. Сначала они оседали на севере страны, но вскоре корабли с русскими стали прибывать и в Шанхай. Тысячи людей, не принявших новую власть, были вынуждены бежать из России. Аристократы, интеллигенция, военные, чиновники – все они в одночасье стали беженцами. Они покидали страну в хаосе, без четкого плана и надежды на возвращение. Еще с начала 1918 года первые группы русских иммигрантов начали прибывать в Шанхай. В тот момент эмиграция была под контролем и не вызывала особой обеспокоенности среди местных жителей. Ни китайцы, ни иностранцы не рассматривали ее как важную проблему. Однако осенью 1922 года военная флотилия под командованием контр-адмирала Старка отправилась из Владивостока в поисках пристанища, перевозя остатки Белой армии, кадетов, чиновников старого правительства и гражданское население. Маленькие перегруженные суда, предназначенные для военных нужд, с трудом выдерживали этот переход. Скученность, нехватка воды, пищи и угля превращали каждую минуту в испытание. В это время бушевал шторм, и несколько кораблей не выдержало натиска стихии. Вместе с ним в морской пучине навсегда остались беженцы.
а тех, кто добрался до корейских портов, не пустили на берег. Тогда флотилия направилась в Шанхай. Последний шанс для сотен русских найти новый дом. Но даже на этом пути судьба продолжала испытывать иммигрантов. Местные власти не хотели пускать беженцев в город, ведь появление стольких безработных могло бы создать хаос. Власти опасались не только экономических последствий, но и не знали, что делать с сотнями людей, у которых не было ни денег, ни работы, ни даже знания английского языка. Они оказались в чужом городе совершенно беспомощными. Прибытие русских беженцев стало неожиданностью не только для властей китайского города, но и для администрации иностранных концессий. Первая волна переселенцев, прибывших до лета 1922 года, включала немало состоятельных людей, которые могли поддерживать друг друга. Но большинство тех, кто приплыл с флотилии адмирала Старка, были в отчаянном положении. Истощенные, плохо одетые, без денег на жизнь, они вызывали тревогу не только у местных властей, но и среди русской колонии. Многие иммигранты, жившие здесь годами, опасались, что наплыв нищих беженцев подорвет репутацию русских, которых до этого воспринимали как состоятельных и уважаемых людей. Адмирал Старк вел долгие переговоры с местными властями, пытаясь добиться для беженцев права остаться в городе. Между тем, сами беженцы не имели возможности покинуть морской транспорт и выйти на берег. Благотворительные организации обеспечивали их продовольствием, углем и предметами первой необходимости. Благодаря ходатайству генерального консула Российской империи Виктора Федоровича Гросса удалось организовать высадку значительной части беженцев. После изнурительных переговоров власти Шанхая согласились оставить на территории города тех, у кого здесь были родные или друзья, а также около 700 юных кадетов. Многие из них были сиротами и ранее оказались на улице. Их судьба вызывала обеспокоенность как китайских, так и иностранных благотворительных организаций. Остальная же часть беженцев была отправлена на Филиппины. Справился ли Шанхай с притоком беженцев? Определенно да. Во время новогодних праздников 1923 года кадетам разрешили спуститься на берег, и их разместили в 2 домах. Изначально условия проживания были ужасными, но вскоре их начали поддерживать русские, китайские и иностранные благотворительные организации, что значительно улучшило ситуацию. Позднее начались переговоры о переводе кадетов в Сербию с подачи югославского короля. В итоге большинство кадетов покинуло Шанхай, однако около 170 человек все же остались, устроившись на работу в местной организации. Казалось бы, все трудности позади. Но осенью того же года город столкнулся с новым испытанием. На рейде в порту появились корабли, покрытые пятнами ржавчины, и все под российскими флагами. Это была эскадра генерала Глебова, состоявшая из нескольких судов с казаками на борту. Но и им не удалось быстро выйти в город. Как и их предшественникам, им пришлось пережить немало трудностей. Кроме того, с лета 1924 года, после установления дипломатических отношений между Китаем и СССР, русские мигранты из Харбина начали постепенно переселяться в Шанхай. Число беженцев продолжало расти с каждым днем. Как же сложилась судьба русских иммигрантов, при том, что город был им не особо рад? И вот шанхайские улицы заполнили сотни русских иммигрантов. Они были плохо одеты, потеряны и сильно контрастировали с ухоженными иностранцами. Но настоящую глубину бедственного положения осознавали немногие. Среди беженцев было немало опытных специалистов, но без знания английского или китайского языка найти работу в городе, где даже местные соглашались на самую низкую оплату, было почти невозможно. Благотворительные общества, как русские, так и иностранные, не справлялись с наплывом нуждающихся. Старожилы русской общины встретили новоприбывших настороженно. Они опасались, что бедные и неподготовленные к жизни за границей люди принесут в город преступность и дискредитируют всю колонию. Муниципальные власти тоже опасались криминала со стороны иммигрантов, тем более, что существуют сведения о преступности среди ранее прибывших соотечественников. Это были кражи, мошенничество, продажа документов, фальшивомонетничество и хулиганство. Но уже спустя год статистика удивила всех. Несмотря на голод и нищету, русские беженцы предпочитали любой, пусть самый тяжелый и низкооплачиваемый, но честный труд. В полицейских отчетах 1923-1925 годов почти не было упоминаний о преступлениях среди новоприбывших русских иммигрантов. Конечно, были исключения, например, нелегальная торговля оружием с корабля генерала Глебова.
13 декабря 1923 года корреспондент газеты «Шанхай Таймс» под видом покупателя отправился в порт. С переводчиком и 2 русскими посредниками он добрался до корабля «Защитник», где русские офицеры показали товар: 165 ящиков снарядов, 56 ящиков шрапнели и французскую пушку. Оружие можно было купить оптом или в розницу, а вместе с ним даже сами суда. История всплыла в прессе, усиливая недоверие к беженцам. Но остальные русские мигранты, несмотря на тяжелые условия, предпочитали любой честный труд преступному заработку. Офицеры и интеллигенция разгружали пароходы, охраняли склады, работали кочегарами, соглашались на 12-часовые смены за гроши и еду. Со временем материальное положение многих из них улучшалось, они богатели и даже превзошли тех, кто ко времени их приезда уже жил в Шанхае. Но каким образом русские смогли выбраться из нищеты в таких условиях? Еще и при том, что с 1925 года в Шанхай начали стекаться новые волны русских эмигрантов. Казалось бы, еще больше безработных и нуждающихся только усугубят положение уже еле живущей русской общины. Но череда неожиданных событий изменила все. Весной 1925 года китайские рабочие, исчерпавшие терпение от жестоких условий труда, устроили забастовку. Все быстро переросло в открытое противостояние, и полиция международного сеттельмента жестоко ответила протестующим. Поэтому началась всеобщая забастовка, парализовавшая город. Электростанции, водоснабжение, транспорт – все встало. Иностранные компании и власти оказались в тупике. Тогда, не имея другого выхода, они обратились за помощью к русским эмигрантам. В итоге, в результате дальнейших забастовок, сотни русских эмигрантов получили работу на ключевых предприятиях и возможность жить нормальной жизнью. Таким образом, русские эмигранты свели на нет все попытки рабочих бороться за свои права, зато нашли себе заработок. Но также это стало и причиной напряженности в городе. Например, в 1930 году китайские водители автобусов в международном сеттельменте из-за роста цен потребовали повышения зарплат, но их просьбу отклонили. Тогда все автобусы встали. В ответ на это владельцы компании наняли русских эмигрантов, которые через 5 дней освоили базовые навыки и восстановили автобусное движение. Это вызвало конфликт. Китайские рабочие требовали вернуть уволенных и прекратить найм русских. Гоминьдан заявил, что русские – это угроза для китайских рабочих, а рабочие, в свою очередь, начали выражать ненависть к эмигрантам. Однако давайте вернемся к неожиданным подаркам судьбы для русских эмигрантов. В 1926 году армия Северного похода, возглавляемая Компартией Китая и Гоминьданом, двигалась в сторону Шанхая, очищая страну от милитаристов. Вскоре стало очевидно, что для защиты города потребуется больше людей. В спешке были отправлены дополнительные силы, но на их прибытие потребовалось время. И вот в поисках быстрой защиты власти международного сеттельмента обратили внимание на русских эмигрантов. Именно тогда в дело вступила дальневосточная казачья группа. Эти люди за годы эмиграции сохранили дисциплину и военные навыки. Генерал Глебов получил предложение создать русский волонтерский отряд для защиты города. Многие из беженцев были бывшими офицерами и солдатами, так что решение о его создании не заставило себя долго ждать. Так появился русский отряд Шанхайского волонтерского корпуса, а позже и русский полк. Для тех, кто долгие годы скитался, это было не просто работой, это было возвращение к прежней жизни, шанс снова почувствовать себя солдатами, а не беженцами, потерявшими все. К весне 1927 года армия Северного похода вошла в Шанхай. Однако Чан Кайши, прибыв в город, сразу успокоил иностранные державы, заверив, что их интересам ничего не угрожает. И вот несколько сотен русских казаков, офицеров и кадетов получили официальное разрешение остаться в Шанхае. Те, кто еще недавно считались нежеланными беженцами, теперь стали неотъемлемой частью города. Итак, шаг за шагом русские мигранты не просто выжили в Шанхае, а прочно встали на ноги. Теперь им можно наконец-то обустраивать свой быт. Жизнь русской колонии по мере развития требовала новых работников. Появлялись русские официанты, повара, развозчики, комиссионеры и представители других профессий. За короткое время в Шанхае появлялись русские газеты, клубы и библиотеки, свои издательства, школы и больницы, не говоря уже о торговле и промышленности, испытавших самое что ни на есть бурное развитие.
Большинство русских иммигрантов обосновывалось именно здесь, во французской концессии. Здесь было относительно недорогое жилье, хорошие отношения со стороны французской администрации, а также неплохие условия для ведения бизнеса. И вплоть до 40-х годов здесь жили тысячи русских иммигрантов. Они строили свою жизнь с нуля, открывали магазины, рестораны, создавали целые русские кварталы. Тогда это место не выглядело как перспективный район, напротив, было довольно унылым. Но стоило сюда переселиться тысячам русских беженцев, как концессия ожила. Лавки, рестораны, мастерские, русские начали активно заниматься бизнесом. Вложенные силы и годы экономии принесли плоды. Сначала маленькие магазинчики, потом крупные предприятия. На авеню Жофр перемены резко бросались в глаза. Всего лишь за 2 года русские резиденты открыли немало предприятий. Авеню Жофр вскоре стала второй оживленной улицей города, уступавшей лишь Нанкин-Роуд. Ходят слухи, что европейцы воспринимали ее как русскую концессию, а многие китайцы называли авеню Жофр улицей русских. Многие русские эмигранты в шутку говорили, что авеню Жофр – это Невская авеню, потому что здесь численность русских в 3 раза превышала численность французских резидентов. В конце 1920-х русские эмигранты в Шанхае уже не были людьми в изгнании, они стали важной частью городской экономики. Шляпки, одежда, хлеб, рестораны – эти ниши полностью контролировали русские. Их магазины и мануфактуры открывались в престижных районах, а крупные предприятия из других городов начали переносить капитал в Шанхай, превращая его в главный центр русской торговли в Китае. Процветала не только торговля. Врачи, инженеры, музыканты, архитекторы, русские специалисты быстро заняли свою нишу. Если в 1920 году в Шанхае работало всего 2 русских врача, то к 1930 их было уже 35, плюс 45 фельдшеров и медсестер, десятки зубных врачей, акушерок и ветеринаров. Также было много людей свободных профессий – преподаватели, адвокаты, художники, писатели и журналисты. Были и те, кто выбрал более опасную профессию. Русские эмигранты стали телохранителями бизнесменов, банкиров и генералов. Некоторые русские буквально ценой своей жизни спасали свое начальство. Не стоит забывать и про полицию. Многие бывшие офицеры императорской армии вступили в шанхайский волонтерский корпус и полицию французской концессии, а русский полк вообще был самым многочисленным подразделением среди иностранных формирований города. И русские моряки дослужились до капитанов, и даже адмирал Безуар занял высокий пост в морских компаниях. А что же насчет искусства? Русские артисты, художники, музыканты, балетные труппы – все это становилось частью культурной жизни города, и русские спортсмены участвовали в шанхайских соревнованиях. В 1930-х годах в Шанхае было уже несколько православных храмов. По воскресеньям сюда стекались тысячи людей, крестили детей, праздновали Пасху, слушали проповеди. Также в Шанхае издавались русские газеты. Самыми читаемыми были «Шанхайская заря» и «Слово». Там были новости, политика, жизнь города и иммигрантские хроники. Русские эмигранты оставили в Шанхае не просто след, они встроили себя в его облик. Возьмем хотя бы Подгурского, архитектора, чья рука приложилась к созданию зданий знаменитого шанхайского богача Дэвида Сессуна. Одно из них – нынешний Peace Hotel, один из главных символов города. Также в Шанхае есть памятник Пушкину. Этот памятник Пушкину пытались стереть из истории несколько раз. В 1937 году памятник был установлен впервые, однако во время войны японцы его уничтожили. Спустя 10 лет памятник восстановили, но уже во время культурной революции памятник снова снесли. Но каждый раз находились люди, которым было не все равно. 2 китайских скульптора, для которых Пушкин был не безразличен, решили своими силами восстанавливать этот памятник, при том, что в качестве основы для восстановления послужили лишь маленькие старые мутные фотографии, оставшиеся с тех времен. Однако именно так Пушкин снова стал частью Шанхая. Но вернемся к концу 1920-х. Русские иммигранты уже не выглядели беженцами. Они жили в респектабельных домах, носили дорогие костюмы, держались уверенно и говорили сразу на нескольких языках. И уже тогда уровень жизни многих из них не уступал иностранным резидентам. В русском Шанхае далеко не всем удалось стать богатыми и успешными. Бедность среди русских стала носить выраженный характер, особенно когда резко повысились цены на товары широкого потребления.
Сотни безработных русских жили, опираясь на чужую помощь. Бедняки ютились в дешевых ночлежках, иногда даже недостроенных, или в условиях антисанитарии. Некоторые находили ночлег на улице, в церкви или даже на кладбище. Кто-то торговал на улицах дешевым мылом и тканями, надеясь выручить хотя бы пару монет. Кто-то выпрашивал у прохожих остатки еды, чтобы не умереть с голоду, а некоторые специально шли на преступления, чтобы попасть в тюрьму на содержание. Зимой многие ночевали прямо на улицах или в пустых могилах на окраинах города. Бывшие генералы собирали объедки со столов, а некогда приличные женщины в 30 лет теряли здоровье от ежедневного употребления, работая в кабаре. И все же, несмотря на нищету, русские иммигранты умели отдыхать. Вечерами они встречались в русских ресторанах и барах, пили дешевую китайскую водку. Другие же предпочитали шанхайские кофейни. Там они гордо молчали за чашечкой кофе и печально смотрели вдаль. Иногда, в минуты редкого веселья, они даже флиртовали с официантками, а когда настроение падало, позволяли себе заплакать прямо за столиком. И было на кого сетовать. Спекулянты, а также хозяева заведений жили относительно неплохо. Например, был владелец парикмахерской, который воспользовался кризисом и относился к наемным работницам как к слугам, потому что им было некуда идти. Или врач, который отказывался лечить бедных пациентов и искал возможность обогатиться за счет своей профессии. В любом случае, из такого огромного количества эмигрантов не всем хватило возможностей для полноценной жизни в период потрясений, еще и в чужой стране. Но почему такое бурное развитие русского общества в Шанхае так резко прекратилось? В 1937 году война между Китаем и Японией ударила по всем. Весь привычный мир шанхайской русской эмиграции пошатнулся, но в международных концессиях жизнь еще как-то держалась. А потом события 1941 года. Японцы берут весь город под контроль. Все меняется, денег нет, работы нет. Многие иммигранты впервые задумываются, а не взять ли советский паспорт. СССР как раз начинает звать обратно. Процедуру упростили. Заполнил анкету, и вот ты уже советский гражданин. Но кто-то не верит, кто-то боится, кто-то помнит рассказы о репрессиях. Да и местная русская община по-прежнему расколота. Красные и белые ненавидят друг друга пуще прежнего. И вот немцы вторгаются в СССР. Все снова меняется. Даже те, кто еще вчера ругал Советский Союз, теперь слушают новости из Москвы и собирают деньги на помощь фронту. Также в 1943 году западные державы официально передают город китайским властям, то есть концессии упраздняются. В 1945, когда СССР берет Берлин, многие русские иммигранты празднуют победу. А в 1946 в Шанхайском консульстве СССР начинается массовая репатриация. За 17 дней 6 тысяч иммигрантов подают заявление на получение советского гражданства, в 3 раза больше, чем за предыдущие 5 лет. Люди выстраиваются в огромные очереди, и каждый день регистрируется по 400 человек. Советский консул устраивает митинг, объявляя, что Родина принимает всех обратно. Стадион взрывается аплодисментами, звучат речи, по щекам текут слезы, люди радуются. После официальной части начинается пиршество. Музыка, танцы, вино, смех до самого утра. Вскоре пароход Ильич с первыми репатриантами на борту отходит от Шанхая. На его корпусе 2 лозунга: «Спасибо китайскому народу за прием» и «Мы счастливы вернуться в семью братских народов СССР». После войны Сталин дает добро на возвращение бывших эмигрантов. Люди, всю жизнь избегавшие советского паспорта, сами приходят в консульство. Теперь СССР – это сильное государство, и страх перед ним сменяется надеждой. Но далеко не все готовы сделать этот шаг. Около 2000 семей не доверяют новой политике Москвы. Сам Китай переживает очень тяжелые времена. Люди боятся оказаться в ловушке. Начинается хаотичный поиск спасения. К осени 1948 года ситуация накаляется. Белые мигранты срочно ищут способы покинуть Шанхай. Беженские организации пытаются договориться с западными странами. К 1951 году русская диаспора в Шанхае с десятков тысяч сжимается до 1000 человек. Когда-то для русских эмигрантов Шанхай был вторым домом. Но в 1950-х этот дом для них навсегда уходит в прошлое. Так закончилась русская глава в истории Шанхая.
Те, кто уехал, растворились в новых странах, стараясь начать жизнь с чистого листа. Те, кто остался, вскоре увидели, как улицы сменили вывески, храмы опустели и газеты закрылись. Но след той эпохи остался в архитектуре, в старых фотографиях, в книгах бывших жителей и историков. В этом видео лишь поверхностно описана история русской эмиграции. На эту тему информации в интернете не так много, особенно не хватает авторитетных русскоязычных источников. Однако, если углубиться в изучение истории русской эмиграции в Шанхай, то можно найти немало интересных фактов. На этом я заканчиваю. До следующей встречи.